Всем привет, с вами Супер, и сегодня мы снова в Roblox Jailbreak. Сегодня нам стоит обсудить то, что будет в лайф-ивенте, а также когда он будет и что же случится с Jailbreak'ом после его. Для начала нам стоит переместиться на страницу Азима, а то есть в Twitter, ну или как хотите можете называть его X. Это официальная страница Азима, в котором были достаточно интересные публикации. Предлагаю начать с самой первой из них. Одним из самых главных постов является вот этот вот пост, в котором он говорит то, что он вернулся после двухнедельного отпуска. Ну и скорее всего он уже разрабатывает новый лайф-ивент, что уже не может не радовать. Также Азима сообщил о фиксе номеров. Если вы играли в Jailbreak в недавнее время, вы могли заметить такой баг, то что на многих машинах не показывались номерные знаки. Азима уже заметил эту проблему и уже, по-моему, он их пофиксил. Следующие два поста от Азима — это оригинальная аватарка вернулась, я по ней скучал, ожидаю подтверждения. Скорее всего он имеет в виду про свою аватарку в Твиттере. Честно, я не очень заметил какие-то изменения, возможно, вы знаете, о чем он писал, обязательно напишите про это в комментарии. Также Азима опубликовал такой пост с таким текстом: я бы показал вам, над чем работаю, но это совершенно секрет. Логично, каждый догадался, что речь идет о новом лайф-ивенте. Много людей написали комментарии, в том числе и я, про то, что это новый лайф-ивент. Пишут про ревамп Карджиплейна, о котором мы поговорим, кстати, немножечко позже. Ну и самый главный, но и самый последний пост, сделанный Азима на данный момент, это вот этот пост. Предлагаю его прямо сейчас перевести. Привет, на следующей неделе у нас сюрприз. Обновление, посвященное давней просьбе фанатов, касающейся турелей. Отличная работа, танк. Первый этап АИБ для Jailbreak почти завершен, и работа над вторым этапом уже началась. Мы скоро расскажем вам подробнее о том, что это значит. Скорее всего, первый этап это является лайф-ивент, после которого что-то невероятное случится. Ну а информации о втором этапе АИБ Jailbreak, к сожалению, еще нет, поэтому мы можем пока что только гадать. Предлагаю уже как раз таки посмотреть, что же сделал Epic Tank и в принципе, что нас может уже ждать. Ну что ж, вот и вся суть этого видео. Здесь нам показали то, что турели теперь будут двигаться на 360 градусов. Ну, чтобы вы вот так вот примерно понимали, вот сейчас турели у нас двигаются вот так вот. То есть вот дальше вот этого вот расстояния мы не можем. То есть буквально бесполезная фигня, вот чисто вот для развлечения. Но раньше она была достаточно имбой, потому что она была только у двух видов игроков в Jailbreak. Те, кто имеют Game Pass SWAT, либо же Crime Boss. Сейчас же таких пулеметов понаставляли на достаточно огромное количество машин. Ну и будем честны, оно не очень эффективно, не на том банк-траке. Его все равно очень мало используют. Попасть в него по какому-то автомобилю достаточно проблематично, потому что оно поворачивается на достаточно маленький радиус, из-за чего, к сожалению, его очень редко используют. Ну и как мы видели на видео, это пофиксит. Ну и возможно за счет этой фичи пулеметы будут использоваться чаще. Когда же все же будет лайф-ивент и когда мы получим первые тизеры? Первые тизеры скорее всего будут под конец марта, либо же в начале апреля. То есть первые тизеры мы начнем видеть примерно 20 марта по 3 апреля. Ну а лайф-ивент скорее всего будет уже в середине апреля, что уже не может не радовать. Что же будет в лайф-ивенте? Этого мы, к сожалению, на данный момент никак не узнаем, потому что ни тизеров, ни спойлеров у нас, к сожалению, еще не имеется. Однако есть одна зацепка, которая у меня появилась еще 31 декабря, когда я записал вот этот видеоролик. Одной из главных зацепок является вулкан. Как думаю, многие помнят, в 2020 году уже был лайф-ивент с вулканом, после которого у нас появился лимитированный автомобиль Molten M12. И возможно Азима решил почтить память старого Jailbreak'а и сделать что-то подобное. Но логично уже с новыми нововведениями. Почему я так подумал? Так потому что именно 31 декабря я вспомнил то, что уже в 2026 году у нас должен быть новый лайф-ивент. И как-то по случайности уже на протяжении нескольких месяцев у нас извергается вулкан, что достаточно странно. Это лично мое предположение, а свои догадки вы можете, конечно же, написать в комментарии. Что же случится после лайф-ивента? Скорее всего, у нас обновится полностью карта, удалится часть Кратер Сити, либо же он, в принципе, будет удален, Кратер Банк будет удален, ну и, возможно, некоторые ограбления будут перенесены. Также, что же еще хотел бы сказать по ограблениям, скорее всего, как я уже упоминал ранее, у нас обновится военный самолет. Ведь это единственное ограбление, которое ни разу не обновлялось на протяжении 6 лет. За исключением удаления вот этой рации для полицейских, то есть раньше можно было с помощью этой рации вызвать за полицейского самолет. Что же по остальным ограблениям? Скорее всего, ограбления не будут подвергнуты изменениям. Единственный вопрос по поводу пауэрплента, а также музея.
Также в Твиттере уже появился концепт по поводу того, как мог бы выглядеть новый музей. И на самом деле мне очень-очень он понравился. Но я все же склоняюсь к версии, то, что у нас, скорее всего, обновят только одно ограбление. Это именно Carja Plane, потому что это одно из самых невыгодных ограблений. Единственное, из-за чего оно выгодное, так это из-за того, что там можно получить халявную ключ-карту. Однако, с другой стороны, ты всего лишь получаешь 4000 и не сможешь забрать деньги, пока не долетишь примерно до сюда. Ну и в принципе самолеты являются лично, по-моему, одним из самых легких мест для кемперства копов, с чем, думаю, согласятся многие. Также хотелось бы выразить свое мнение по поводу вот этого здания. Как мы помним, раньше здесь стоял полицейский участок, а еще до оно очень долго строилось. И вот наконец-то его достроили уже достаточно давно и заменили вот этой вот моделькой. Однако сейчас здесь находится вот такой вот шар, то есть который нужен для сноса домов. И мое предположение таково: если эту карту заменят, то скорее всего одно из ограблений перенесут сюда. И скорее всего, возможно, этим будет являться казино. Однако хочется также уточнить, что здесь места тоже как-то не очень много, тем более рядом с ювелирным магазином, поэтому это теория относительно, и поэтому, возможно, здесь появится вообще другое ограбление. Возможно, здесь как раз-таки и появится новый магазинчик Эпиктант, который как раз-таки и должен у нас появиться после нового лайф-ивента. Вообще, на самом деле, в лайф-ивенте может быть что угодно. Однако, я очень надеюсь, что после лайф-ивента разработчики обратят внимание на некоторые детали в Jailbreak, а также, в принципе, на ситуацию в Jailbreak, одной из которых является вот эта вот вода. Я не понимаю, как просто, раньше вот она была вот типа гладкая, вот, то есть она очень плавно соединялась с пляжем, что выглядело и вправду очень круто. Сейчас же это выглядит, я не знаю, очень странно лично, по-моему, и я надеюсь, это пофиксят. Также, что хотелось бы сказать, я недавно заходил на публичные сервера и, в принципе, начал как-то частенько играть, и читеры — это такая глобальная проблема. Да, это не только проблема самого Jailbreak, это проблема в Роблоксе, в принципе. Однако Jailbreak нужно запариться над античитом как никогда, потому что и вправду играть на пабликах стало вообще невозможно. Если раньше игра была и вправду для развлечения, то сейчас это просто гринделка, потому что играть на публичных серверах практически невозможно. И одна из этих причин — это читеры, с которыми на самом деле на данный момент, когда ситуация в Роблоксе не очень хорошая, это достаточно проблематично. Лично, по-моему, почему в Jailbreak стало намного больше читеров, это, наверное, из-за появления трейдов. Ведь на данный момент, если просто включить Twink аккаунт и буквально заработать на нем миллион, то любое имущество можно перекинуть на свой основной аккаунт, и человеку ничего не будет за это. Теряет он свой Twink, и в чем проблема? Он просто дальше начнет создавать другие аккаунты, и ничего не изменится. А его основной аккаунт будет прибавляться различным транспортом, он будет это трейдить на лимитки, и все в этом роде. Поэтому, если у кого-то есть связи с Азим, обязательно передайте ему идею, и в принципе можете ее куда-то распространять, если вам и вправду эта идея понравится. Лично моя идея такова, то что было бы хорошо, если бы и вправду добавили такой вот таймер, то есть, допустим, человек трейдится с другим на какое-то транспортное средство, и, допустим, если его аккаунт блокируется там через неделю, то машина не переходит во владение другого человека, и все как бы сделка откатывается. Я не знаю, возможно, вы меня плохо поняли. Если вам это будет интересно, я расскажу лично про свою идею поподробнее. Просто сейчас не хочется затягивать видеоролик, но на самом деле, лично, по-моему, идея и вправду клевая. Это и в принципе обесценит труд читеров. А раньше Jailbreak очень-очень сильно боролся с читерами. Вот как раз таки у меня на фоне тут находится тюрьма. Однако на данный момент это очень-очень тяжело. Появляются новые читы, появляются новые системы, появляются новые скрипты, и все становится куда-куда сложнее. Что же бы хотелось сказать по итогу? Jailbreak и вправду проделал невероятный путь. Ему уже в этом году 9 лет. И в следующем году, скорее всего, Азима тоже что-то подготовит такое внеплановое. Но пока что мы ждем именно этого ивента, который будет у нас в этом году. И на самом деле я его очень жду, потому что я недавно видел в рекомендациях Roblox Adopt Me, у которого уже 1 миллион одновременных пользователей. То есть Adopt Me, игра, которая вышла вместе с Jailbreak в 2017 году, она уже снова набирает популярность, как была ранее, точнее даже больше. То есть у нее уже буквально недавно был 1 миллион пользователей одновременно, и на самом деле это невероятная цифра, и я очень рад что Brainrot игры уже отходят назад, и на самом деле я желаю такого же успеха Jailbreak, с учетом того, что Adopt Me является второй игрой, которая получила 1 миллиард посещений в Роблоксе, в принципе во всем Роблоксе, а Jailbreak является третьей игрой, получившей миллиард в принципе во всем Роблоксе. И я на самом деле очень верю и надеюсь что Jailbreak и вправду сможет это сделать, и в принципе покажет всему Роблоксу, на что он действительно способен. Ну а с вами был, как всегда, Супер. Надеюсь, вам и вправду понравился этот видеоролик. И на самом деле это был очень нестандартный видеоролик, ведь такие видеоролики по обновлению я уже достаточно давно не делал. Возможно, опять же, что-то сказал неправильно.
поэтому обязательно поправляйте меня в комментариях и говорите ваше мнение. Ну а с вами был Супер, всем удачи, всем пока.